Высоцкий был феноменальным поэтом, актером и певцом, настолько искренним и органичным, что слушатели постоянно придумывали ему новую биографию. Он воевал. Нет, он альпинист. Он сидел. Да нет же, он подводник. Даже спустя больше 40 лет после его смерти вокруг личности и имени артиста продолжают вести споры. Но помимо фактов из биографии артиста и его творчества, поклонников интересуют многочисленные романы знаменитости и его отношения с женщинами. Известно, что Владимир Семенович 3 раза состоял в официальном браке, но были в его судьбе и другие музы, отношения с которыми нашли отражение в его песнях. Известно о 2 сыновьях, Аркадии и Никите, но до сих пор то и дело появляются люди, называющие себя внебрачными детьми Высоцкого. Первый брак Высоцкого с актрисой Изольдой Жуковой был по сути студенческим и закончился так же, как большинство ранних не очень обдуманных браков – разводом. Во время учебы в школе-студии МХАТ Высоцкий познакомился с Изольдой Жуковой, которая была старше его на 1 год, и они вместе участвовали в студенческом спектакле «Гостиница Астория», поэтому вскоре окружающим стало известно об их романе. Спустя некоторое время влюбленные стали жить вместе в квартире на Первой Мещанской, однако официально зарегистрировать свои отношения пара не могла, так как у девушки за плечами уже было замужество, а первый муж не хотел соглашаться на развод. Жукова вспоминала в интервью, как сначала не воспринимала всерьез парня, который был младше. Однако Владимир стал настойчиво оказывать понравившейся девушке знаки внимания, дарил цветы и духи, приносил еду или доставал фрукты и лекарства, если возлюбленная жаловалась на плохое самочувствие. Высоцкий всегда был неравнодушен ко всем девушкам, однако за Изой ухаживал красиво и изящно. Рядом с ним дама сердца почувствовала себя маленькой и беспомощной, а его шутки всегда поднимали ей настроение. Окончив школу-студию в 1958 году, Иза Жукова уехала в Киев, где стала работать в театре имени Леси Украинки, а Владимир стал навещать возлюбленную по выходным. Сыграть свадьбу и официально зарегистрировать свой брак им удалось только в апреле 1960 года. Изольда Константиновна рассказывала, что вместо марша Мендельсона в ЗАГСе им поставили музыку из фильма «Укротительница тигров», что очень развеселило всех присутствующих. Праздничный вечер, куда были приглашены близкие друзья и однокурсники по случаю торжественного события, молодожены устроили в небольшой 2-комнатной квартире на Большом Каретном. Народу было столько, что гости сидели на полу и даже на подоконниках. В браке с Жуковой Высоцкий мог бы стать отцом, однако Иза не смогла выносить ребенка. Узнав о беременности, мать поэта устроила скандал, так как не хотела, чтобы это повлияло на ее личную жизнь. После выкидыша первая жена не захотела возвращаться к Высоцкому и улетела из Москвы. Во многом разводу способствовало и то, что всего через год после официального бракосочетания с Изой актер завел на съемочной площадке новый роман с актрисой и студенткой ВГИКа Людмилой Абрамовой. Развод супруги оформили только в мае 1965 года. На тот момент они уже не жили вместе. Однако спустя годы Иза Константиновна признавалась, что брак с Высоцким был самым ярким и значительным периодом в ее судьбе и жизни. В 1961 году и еще до развода Высоцкий отправился на съемки художественной картины «713-й просит посадку», где и встретил свою новую любовь Людмилу Абрамову, которая тоже снялась в этом фильме. Вы меня не узнаете. Очень сожалею, но я вижу вас впервые. Что вы? Доктор Гюнтер. Помните, 7 лет назад? Вы ошиблись. Меня зовут Дюбуа. Филипп Дюбуа. Извините. Я была уверена, что лежала в вашей клинике в Гайдсбурге. Девушка в то время была студенткой ВГИКа, а история их знакомства стала семейной легендой. Владимир Семенович ужинал в ресторане гостиницы, но не смог оплатить счет и обратился к проходившей мимо девушке с просьбой одолжить ему денег.
Людмила отдала Высоцкому кольцо с аметистом, доставшееся от бабушки по наследству, и предложила использовать драгоценность в качестве залога. На следующий день кольцо было возвращено прежней владелице, а между мужчиной и его спасительницей завязались романтические отношения. Вернувшись в Москву, они продолжили общение и вскоре стали жить вместе. Однако официальный брак Высоцкий и Абрамова оформили в июле 1965 года, когда состоялся развод с его первой женой Изой. В этих отношениях у Высоцкого родилось двое сыновей. В 1962 году супруга подарила ему сына Аркадия, а в 1964 на свет появился Никита Высоцкий. После рождения детей Людмила Абрамова сделала выбор в их пользу и отказалась от карьеры актрисы. Сыновья знаменитости говорили, что это было осознанное решение, ведь здоровье и благополучие детей для нее оказались главнее, а поддержки от мужа в нужный момент она не получила. После развода с артистом в феврале 1970 года вторая жена Высоцкого не стала медийной персоной. Ее имя не мелькало в прессе, но упоминалось в песне поэтессы Вероники Долиной. В этом произведении говорится о незаслуженно забытой вдове, у которой остались сыновья с его чертами. Спустя год Абрамова вышла замуж за инженера-механика Юрия Овчаренко, а в 1973 году родила ему дочь Серафиму. Сыновья Высоцкого учились в школе под фамилией матери, но отец их периодически навещал. А вот друзья барда с Таганки забыли о Людмиле. В тяжелые моменты только актер Вениамин Смехов поддерживал женщину и помогал ей. В 2013 году в семье сына Никиты, который, как и его брат Аркадий Высоцкий, выбрал актерскую профессию, родилась внучка барда Нина, а в 2019 году на свет появились еще 3 наследника – Даниил, Семен и Виктор. В семье Аркадия растет 5 детей – дочери Наталья и Мария и сыновья Владимир, Никита и Михаил. В 1966 году, когда Высоцкий еще был женат на Абрамовой, у него начался роман с актрисой театра на Таганке Татьяной Иваненко. Влюбленные никогда не жили вместе, но избраннице поэт посвятил несколько своих песен. Уезжаешь? Я так и знала. Ну, не расстраивайся. Ненадолго. Я на недельку. А послезавтра нельзя? Хочешь, я поговорю с папой? Дурачок ты мой. Перестань. Сам не хочешь остаться на мой день рождения. Ты уверена в этом? Угу. Я нет. Подожди меня тут. Также избранница сопровождала Высоцкого в киноэкспедициях. В фильме «Впереди день» режиссера Павла Любимова актриса сыграла главную роль, и уже тогда все вокруг говорили, что Иваненко состоит в отношениях с известным бардом. Однако создать семью им было не суждено. После этой картины Татьяна больше не снималась в кино. В 1972 году актриса родила дочь, которую назвала Анастасией. Девочка в документах была записана под фамилией Иваненко, но в театральных кругах упорно твердили о том, что Настя – наследница Высоцкого, отмечая поразительное внешнее сходство. Жены Владимира Высоцкого и его дети – это целый драматический сериал. Высоцкий отказывался признавать внебрачную дочь публично, тем более, что она родилась, когда он уже был женат на Владе. Предполагаемая дочь Высоцкого Анастасия Иваненко окончила журфак МГУ, работала на канале «Культура», воспитывает дочь Арину. Первое знакомство с французской актрисой Мариной Влади состоялось в 1967 году на Московском международном кинофестивале. И Марина и Владимир интересовались друг другом еще до знакомства. Он увидел 17-летнюю актрису в фильме 1956 года «Колдунья» и потерял голову, а она слышала о харизматичном русском. И однажды в 1967 году приехала посмотреть на расхваленного артиста в театр на Таганке. Рэп? А, веревка. А где же? Шеф, Ты хочешь сказать, что я споткнулся о веревку, которая у тебя в голове? я?
Высоцкий изначально не произвел на нее особого впечатления, так как ей нравились мужчины другого типа. Однако устоять перед его вокальными и артистическими талантами Владя не смогла. Вскоре после знакомства начался их роман. Напомню, что в этот момент Высоцкий не только состоял в любовной связи с актрисой Татьяной Иваненко, но и официально был женат на Людмиле Абрамовой. 1 декабря 1970 года в личной жизни Владимира Высоцкого начался новый этап. Они с Мариной официально зарегистрировали свой брак в Грибоедовском ЗАГСе столицы. На церемонии даже не звучал марш Мендельсона, а жених и невеста не стали беспокоиться о нарядах и пришли на свадьбу в повседневной одежде. Затем молодожены, у которых было 5 сыновей на двоих, отправились в свадебное путешествие в Грузию. В то время знаменитый артист уже страдал от алкогольной зависимости, и срывы случались и после женитьбы. Третья жена Высоцкого пыталась спасти супруга от саморазрушения, однако ей неоднократно приходилось разыскивать его по всей Москве и возвращать к нормальному образу жизни. Владя стала свидетельницей тяжелого приступа Высоцкого уже в самом начале их отношений. В 1969 году у него лопнул сосуд в горле, открылось кровотечение. Врачи боролись за жизнь артиста около суток. «Я умоляю вызвать скорую, у тебя почти исчез пульс. Меня охватывает паника», вспоминала актриса в своей книге «Владимир или прерванный полет». Реакция прибывших врачей и медсестры просто жестока. Слишком поздно, слишком много риска, ты нетранспортабелен. Они не желают иметь покойника в машине. Это плохо для плана. Тогда я загораживаю выход, кричу, что если они сейчас же не перевезут тебя в больницу, я устрою международный скандал. Они, наконец, понимают, что умирающий – это Высоцкий, а взлохмаченная и кричащая женщина – французская актриса. После короткого консилиума, ругаясь, они уносят тебя на одеяле. Брак Владимира Высоцкого и Марины Влади официально просуществовал с 1970 по 1980 год, до самой смерти Барда, однако в последние годы их взаимоотношения сильно ухудшились. За 12 лет отношений Марина не раз пыталась спасти Высоцкого от наркотиков и алкоголя, но артиста тяготила ее забота, а позже и строгий контроль. В беседах с психоаналитиком Высоцкий называл жену черной тучей, нависшей над ним. По словам Марины Влади, Владимира Высоцкого сгубила не алкогольная зависимость, а наркотики, на которые его неумышленно подсадили врачи. Медики использовали морфий и амфетамины для откачивания Высоцкого после запоев. Начиная с 1977 года Высоцкий уже сам систематически делал себе инъекции. Начались ломки, а в 1979 году Высоцкий пережил клиническую смерть. Последние 2 года отношения в паре были напряженными, супруги отдалились друг от друга, а 40-летний Высоцкий увлекся 18-летней студенткой Оксаной Афанасьевой, но Влади так и осталась последней женой Владимира Высоцкого. После его смерти Марина Влади нашла письмо, адресованное ей, в котором Высоцкий писал, что тонет в неизвестности, пытаясь найти выход из сложного положения, в котором он оказался. Тем не менее, любовь к Марине еще жила, и в его душе теплилась надежда, что вскоре все станет на свои места. Они сумеют поговорить обо всем и будут счастливы. Он до последнего верил, что сумеет выкарабкаться и вновь встать на ноги, и просил любимую женщину не лишать его этой надежды. В конце 1977 года в театре на Таганке состоялось знакомство Владимира Семеновича со студенткой текстильного института Оксаной Афанасьевой, которая стала последней любовью поэта. Избранница была младше знаменитости на 22 года, однако это обстоятельство не смущало их обоих. Афанасьева стала прообразом героини Оксаны Акиньшиной в драме «Высоцкий, спасибо, что живой». Оксана выросла в богемной семье. Ее дедушки – импресарио Шаляпина и директор школы-студии Альсидор и Дункан. Отец – актер и литератор Павел Афанасьев-Севастьянов. Тетя – стоматолог в поликлинике Министерства здравоохранения. Сама же девушка мечтала стать художницей и училась в Московском текстильном институте. Юная Афанасьева была театралкой и с Владимиром Высоцким познакомилась после очередного спектакля в театре на Таганке.
Актер подошел к красавице около касс. Он подвез девушку домой после спектакля, попросил номер телефона и пригласил на свидание к себе домой на следующий день. Перед обаянием знаменитого певца невозможно было устоять. И даже понимая, что не стоит от женатого мужчины ждать серьезных чувств, Оксана согласилась на мимолетный роман. Девушка решила, что это ее шанс стать счастливой. Пусть это продолжится неделю или месяц. Оксана поначалу не замечала признаков болезни и зависимости у любимого мужчины, а этот период в личной жизни Владимира Высоцкого был довольно спокойным и гармоничным. Они были вместе 2 года, и их чувства больше не казались им мимолетной любовной интрижкой. К Оксане Владимир Семенович испытывал совершенно особое чувство, незнакомое ему до тех пор. Безграничная нежность, стремление дарить любовь и заботу родному человеку – все это он испытывал только рядом со своей последней возлюбленной. Они собирались обвенчаться в церкви и нашли священника, который согласился это сделать. Препятствием была только Марина Влади, которая не давала своего разрешения на развод. Осложнялись отношения и пагубными зависимостями артиста, с которыми избранница пыталась бороться изо всех сил. Девушка до последнего не теряла надежды, что ее старания увенчаются успехом, и они будут по-настоящему счастливо жить одной семьей. Однако трагическая смерть Высоцкого помешала планам пары. Оксана была рядом с Высоцким в ночь, когда его не стало. Афанасьева не решилась даже прийти на похороны и в одиночку пыталась справиться с потерей, ведь официальной вдовой стала Марина Влади, а к ее появлению многие бы отнеслись с неодобрением. После гибели Высоцкого в июле 1980 года Оксану Афанасьеву исключили из института. Ее попытка уехать из страны также оказалась неудачной, но через 2 года Оксана встретила новую любовь, и на этот раз все сложилось счастливо и навсегда. В 1983 году Оксана Афанасьева вышла замуж за молодого актера Леонида Ермольника. В том же году в семье родилась дочь Александра. В 2014 году супруги стали бабушкой и дедушкой. Сейчас Оксане Ермольник за 60, и она по-прежнему работает художницей по костюмам для театра и кино, занимается благотворительностью. Я счастлива невероятно, потому что, конечно, то, что Володя был в моей жизни, это невероятное просто чудо. И это, конечно, эта связь, она меня сделала такой, какая я есть. И если бы не было Володи в моей жизни, то не было бы и Лёни.